Украину ведут в Гаагу. Турки пошли против Киева. Почему идут в международный суд? Глубокое оправдание ни под Москвой, ни под Киевом. Международный скандал после визита Зеленского. Сорван украинский флаг. Глубокий прорыв в тыл на 13 километров. Штурмовики зашли в город. Уничтожение скопления военных. Заявление Украины и России с линии фронта. Срочный созыв Совета обороны. Украина объявила эвакуацию. На каком направлении? 3 месяца на полный вывод сил. Россия потеряла позиции. Путин пошел на сделку. Тайная эвакуация, побег генерала в Москву. Зеленский пошел против своих. Танки в центре столицы. F-16 пошли на перехват. Авиация над резиденцией президента и атака на главу государства. Готовится реванш. А еще заявление о полном разоружении и выводе войск и повторный российский удар по немцам. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», 10 августа на календаре. Давайте начнем. Украину ведут в Гаагу. Обвинение в нарушении международного права и убийстве. В центре дела атака на турецкое судно в Черном море. Владельцы сухогруза Рейхан Сары и 15 членов экипажа готовят обращение в Международный уголовный суд. Они обвиняют Киев в ударе, который произошел 22 июля и в результате которого погиб турецкий моряк. Еще несколько членов экипажа пострадали. Судно везло уголь из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, когда у Новороссийска его поразил беспилотник. Удар пришелся в разгар кампании против российских судов в Черном море, хотя сам этот сухогруз Киев своей целью не называл. В иске атаку называют преступлением против человечности и заявляют о применении кассетных и бронебойных боеприпасов. Ответственность за этот удар Украина на себя публично не брала. Цитирую. В иске подчеркивается, во время войны гражданские и торговые суда защищены международными нормами и не могут считаться военной целью. По утверждению заявителей, удар по турецкому судну Рейхан Сары и особенно по его жилому отсеку Украина нанесла намеренно с целью убить мирных людей. Зеленский пошел против своих. В Украине задержали администратора чата, где координировали акции в поддержку уволенного министра обороны Федорова, или же в народе «Картонный Майдан». Речь о телеграм-чате «Протест». Он исчез из сети сразу после задержания администратора. Об этом сообщает Центр прав человека «Змина». Вел чат Виталий Камка, в соцсетях известный под псевдонимом Виталий Павук. По его словам, 7 августа его остановили полицейские, когда он ехал на мотоцикле. При проверке документов, как утверждает полиция, выяснилось, что мужчина военнослужащий и находится в самовольном оставлении части. Дальше наручники и доставка в Белую Церковь. Там, как утверждает Камка, его пристегнули к кровати. А в чате в это время появилось неожиданное сообщение. Протестующие поступают неправильно, а сам он решил служить государству в ВСУ. Камка уверяет, ничего этого не писал. По его версии, доступ к телеграмму получил следователь, опубликовал сообщение и после удалил чат. При этом полиция заявляет, телефон у Камки не забирали и силу при задержании не применяли. Позже, 8 августа, Сергей Матвиенко передал Змина запись своего разговора с Камкой. В ней Камка сообщил, что его уже доставили в Черкассы и сейчас он находится в воинской части А-7017. По его словам, в целом к нему относятся адекватно и физическое насилие к нему не применяли. Однако на предыдущих этапах доставки и содержания под стражей он длительное время находился в наручниках. Глубокий прорыв в тыл. Штурмовики РФ зашли в город. Россия заявляет о прорыве обороны на запорожском направлении более чем на 13 километров. Основной рывок, по их версии, произошел западнее Орехова. В сообщении говорится, что ВСУ оставили позиции у села Щербаки и отошли севернее, а российские подразделения вошли в Павловку. Отдельно сообщается, что малые штурмовые группы проникли и в сам Орехов. На Ореховском направлении ВС РФ продвигаются и занимают новые позиции на подступах к западной части Малой Токмачки. Появилась информация об успехах в Новоданиловке, южнее Орехова. Прорыва нет, но нанесен удар по скоплению штурмовиков России. Заявленный россиянами заход под Ореховом Украина опровергает. В 148-й бригаде ДШВ подтверждают, силы РФ пошли вперед. Была попытка прорыва ДРГ, но по ней нанесли удар, говорится в заявлении ВСУ. Орехов, по данным украинской стороны, находится под украинским контролем.
На данный момент оснований говорить об угрозе потери Орехова нет. Город находится под полным контролем сил обороны Украины. Все попытки противника своевременно выявляются, а его штурмовые и диверсионные группы подвергаются комплексному огневому поражению еще на подступах к позициям сил обороны Украины. Созван Совет обороны. Украина объявила об экстренных мерах и эвакуации. На Херсонщине зону обязательной эвакуации расширяют. К действующему списку добавили еще 2 населенных пункта – Красносельская и Чаривная. Об этом сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин. Решение приняли после доклада о резком ухудшении ситуации в общине. В заявлении говорится, территория ежедневно под обстрелами, география ударов заметно расширилась, начинается вывоз жителей в безопасные регионы, а для семей с детьми вводят отдельный запрет на въезд. Новые территории присоединяются к уже существующей зоне обязательной эвакуации на правобережье Херсонской области, куда входят десятки населенных пунктов и отдельные районы Херсона. Ни под Москвой, ни под Киевом, только сербский стул. Зеленский уехал, а оправдываться пришлось Вучичу. Сербского президента обвинили в смене курса и переходе на сторону Киева. Тот уже ответил. Белград никуда не переходил и от Москвы не отвернулся. В доказательство напомнил, санкции против России Сербия так и не ввела, а отношения с Москвой сохранила. Но и служить Кремлю, как подчеркнул президент, Белград не собирается. Формулу своей политики Вучич свел к одной фразе: «У нас есть только свой сербский стул». По его словам, Сербия не будет подчиняться ни России, ни США, ни Германии, это была цитата, а приезд Зеленского Вучич представил как дипломатический успех, ведь Зеленский успел заявить, что поддерживает территориальную целостность Сербии и ее позицию по Косово, то есть не признает независимости Косово. Послушайте. Говорили месяцами, что я отвел Сербию в объятия Путина и что мы российская колония. Когда приехал Зеленский, они сразу сказали, что мы перешли на другую сторону. Мы никуда не переходили. Я всю жизнь боролся за то, чтобы Сербия проводила самостоятельную и независимую политику. Давайте проанализируем, что мы потеряли с приездом Зеленского. Ввели ли мы санкции против России? Нет. Что мы приобрели? Приштина пока что наиболее резко отреагировала на Зеленского. А дальше действительно скандал. Сорван украинский флаг. После публичных заявлений Зеленского в Приштине моментально и публично демонтировали огромный баннер с надписью «Free Ukraine» на фоне украинского флага. Он висел в центре столицы Косово с начала полномасштабной войны. Видео демонтажа опубликовал мэр Приштины Перпарим Рама и заявил, что когда Косово не уважают, они отвечают тем же. Потому что мы лучше многих других знаем, что значит бороться за свободу, достоинство и право существовать как государство. Но ни одно дело и ни одна политика не могут строиться на унижении государственности Косово и жертв его народа. Напомню, Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Его признали более 100 государств, членов ООН. Но Украины среди них нет. Белград до сих пор считает Косово частью Сербии, хотя фактически регион не контролирует. Россия теряет военные базы. 3 месяца на полный вывод сил. Эпоха контроля РФ над ключевыми активами страны завершена. Путин пошел на сделку с Дамаском, которая меняет баланс сил на Ближнем Востоке. После 1,5 лет изнурительных и тайных переговоров Россия и новое руководство Сирии подписали ключевой меморандум, окончательно перекраивающий все российское присутствие в регионе. Об этом сообщает сирийское информагентство САНА. Москва официально передает Дамаску управление гражданскими объектами, включая стратегическую авиабазу Хмеймим и 4-й коммерческий терминал порта Тартус. Дальше больше. Хмеймим и военно-морскую базу РФ в городе Тартус перепрофилируют. Она больше не будет военной базой. После ликвидации превратится в совместные российско-сирийские обучающие и тренировочные центры, уточняется в материале. Напряжение вокруг этих баз нарастало с самого момента свержения Башара Асада в декабре 2024 года, когда к власти пришел Ахмед аш-Шара. Напомню, и после смены власти глава сирийского Минобороны открыто выдвинул Кремлю ультиматум: военное присутствие сохранится только на условиях Дамаска. Цитирую.
На переходный период отведено не более 3 месяцев. После его завершения новые договоренности вступят в силу, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Сирии. В ведомстве назвали соглашение наиболее значимым результатом переговоров, начавшихся около 18 месяцев назад, и заявили, что оно открывает путь к новому этапу в отношениях между Сирией и Россией. Тайная эвакуация и побег генерала в Москву. Бывший глава Главного управления безопасности Сирии Хуссам Лука, которого обвиняют в пытках, убийствах и других преступлениях в период правления режима Асада, вероятно, находится в Москве, сообщает BBC. Журналисты-расследователи ссылаются на высокопоставленный ливанский источник. Тот утверждает, что Лука проехал через Ливан по российскому паспорту на другое имя, а затем вылетел в Россию. Также издание получило российский телефонный номер бывшего силовика, с ним удалось связаться. Собеседник по телефону правильно ответил на вопросы, ответы на которые мог знать только бывший силовик, говорится в материале. Позже цифровые данные указали на его возможное местонахождение в российской столице. Россия пока не подтверждает, что дала убежище этому генералу, которого называют палачом. Тем временем новое сирийское правительство уже заявило о намерении привлечь бывших руководителей спецслужб к ответственности. Один из самых тяжелых эпизодов, с которым связывают Луку, это резня Ид-аль-Адха в Хомсе в 2015 году. Тогда погибли 28 человек. Большинство из них — это женщины и дети. Ордер на арест был распространен внутри страны, и мы работаем над тем, чтобы объявить его в международный розыск, сказал генпрокурор Сирии, добавив, что администрация пытается установить местонахождение и добиться экстрадиции Луки и других пропавших высокопоставленных чиновников режима. Танки в центре столицы и боевая авиация над городом. Варшава вывела на улицы военную технику. Столица Польши готовится продемонстрировать свою мощь. Масштабный показ военной силы запланирован на 15 августа. Речь о военном параде, к которому страна уже начала подготовку. Шествие состоится в субботу, в День войска польского. На парад выведут несколько тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники. Свое вооружение представят все виды вооруженных сил Польши, а также союзники, от танков К-2, Абрамс и Леопард до БМП «Барсук», бронетранспортеров «Росомаха», САУ «Краб» и минометов «Рак», заявляет Минобороны. В генеральном прогоне боевой авиации задействовали F-16, а также новейшие американские истребители F-35, первые из которых прибыли в страну в мае. Также 15 августа у берегов Гдыни, города на севере Польши, запланирован военно-морской парад. Согласно заявлениям правительства, первым перед публикой должен появиться генерал Тадеуш Костюшка, ракетный фрегат типа «Оливер Хезард Перри», корабль длиной более 135 метров и водоизмещением более 4000 тонн, остается крупнейшим боевым кораблем польского флота. Атака на президента и удар по его окружению. Демократы готовят реванш и масштабную охоту на гигантов бизнеса. Кроме того, запускают процедуру расследования против Трампа, а уже после может быть импичмент. Об этом пишет Рейтер. По данным издания, демократы, рассчитывающие вернуть большинство в Палате представителей на ноябрьских выборах, отказываются от идеи лобового импичмента Трампу, чтобы тот не называл себя жертвой. Вместо этого они готовят масштабный удар по его бизнес-окружению, инвесторам и корпоративным гигантам. Под прицелом крупнейшие американские компании, в том числе бизнес Илона Маска. Как утверждают источники, демократы намерены завалить повестками тех, кто сотрудничал с администрацией Трампа, финансировал проекты Белого дома или участвовал в теневых сделках. Процитирую. «Мы идем на это не ради импичмента», заявил высокопоставленный помощник демократов, описывая ход мыслей руководства партии и сотрудников комитетов. «Никто не хочет провального голосования в первый же день. Главное — сформировать доказательную базу с помощью расследований, которая сможет привлечь Трампа к ответственности». К импичменту демократы могут вернуться, если удастся первая часть их охоты. Рейтер также уточняет, что особый интерес вызывают контракты Минбезопасности, сделки с венесуэльской нефтью через европейских, швейцарско-нидерландских торговых гигантов, а также инвестиционный фонд, где партнером выступает Дональд Трамп-младший. «Мы гарантируем, что будем бороться с коррупцией, когда вернемся в Палату представителей», предупреждает конгрессмен-демократ Роберт Гарсия, намекая на криптовалютные миллиарды Трампа и его контракты для его сыновей.
F-16 пошли на перехват. Боевая авиация над резиденцией президента. В США экстренно подняли в небо боевые истребители из-за неизвестных самолетов, которые пролетали над резиденцией Трампа в Бедминстере. Именно в это время президент США играл там в гольф. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки подтвердило факт перехвата. Самолеты под воздушным конвоем выпроводили из запретной зоны, и по официальным данным несколько гражданских бортов нарушили временные полетные ограничения, введенные на время пребывания Трампа на его вилле. Глава Белого дома прилетел в свой любимый гольф-клуб еще в пятницу и накануне вечером вернулся в Вашингтон. Полное разоружение и вывод войск. Нетаньяху отверг мирный план Трампа по Газе. Накануне на заседании правительства премьер Израиля заявил, что категорически не согласен с подготовленным США документом из 15 пунктов. Сахал не выведет войска с занятых им территорий в Газе, пока Хамас полностью не сложит оружие. Нетаньяху подчеркнул, что речь идет о ликвидации всего арсенала группировки. Разоружение должно быть реальным, а не формальным, отметил Нетаньяху, и добавил, пока он возглавляет правительство, палестинского государства не будет ни в Газе, ни на западном берегу реки Иордан. Нетаньяху также дал понять, что Израиль готов идти наперекор даже Вашингтону. По его словам, страна будет стоять на своем, если речь идет об обеспечении ее безопасности. Сахал не осуществит никакого отступления до тех пор, пока Хамас не будет разоружен. И когда я говорю разоружение Хамас, это означает тяжелое оружие, менее тяжелое оружие и легкое оружие. Все оружие. И мы говорим о настоящем разоружении, а не о фиктивном разоружении. Новый удар по немцам. Немецкая инфраструктура уничтожена. Из-за удара РФ по украинскому Житомиру пострадал западный бизнес. Полностью парализована работа немецкого промышленного гиганта Крумберг & Шуберт. На заводе, который производит автомобильные кабельные системы и жгуты для иномарок, работают почти 3500 украинцев, которые теперь лишились работы. Также в компании подчеркнули, что Крумберг & Шуберт – это исключительно гражданское производство, которое на 100% инвестируется Германией. Из-за значительного уровня повреждений предприятие вынуждено временно приостановить работу на неопределенный срок. Возможные сроки возобновления деятельности станут понятны после завершения технической оценки и определения полного объема необходимых восстановительных работ. Друзья, спасибо большое за поддержку. Мне будет приятно, если оставите лайк, подпишитесь на канал и будете смотреть другие выпуски, которые уже опубликованы на нашем канале «Время Предко».